В этом ролике вы узнаете о самых крупных вымерших насекомых, которые когда-либо населяли нашу планету. Вот, к примеру, что вы слышали про стрекозу с размахом крыльев как рост младенца? А может, вы владеете информацией о 7-сантиметровых муравьях? Если нет, тогда приступаем. Приятного вам просмотра. Стрекоза с размахом крыльев размером с младенца. Однако сотни миллионов лет назад Земля была совершенно другим местом. В воздухе было примерно на 10-14% больше кислорода, чем сегодня. Хотя почти всем животным для жизни нужен кислород, но его избыток может быть токсичным. Насекомые в этот период, вероятно, увеличивались в размерах, чтобы контролировать потребление кислорода. Наличие больших тел означало, что они могли лучше переносить высокий уровень кислорода в воздухе, чем если бы оставались маленькими. Кроме того, в то время было не так уж много существ, которые могли сдерживать их рост. Так что, возможно, именно это позволило доисторическим насекомым стать значительно крупнее своих современных собратьев. Среди всех огромных насекомых, обнаруженных учеными, есть существо, похожее на стрекозу. Впервые оно было обнаружено в конце 1930-х годов, и оно носит звание самого крупного доисторического насекомого – Меганевропсис пермский. В Музее сравнительной зоологии в настоящее время хранится окаменелость, используемая в качестве основы для названия и описания этого вида. Этот давно исчезнувший гигант появился на свет примерно 275 миллионов лет назад, в конце пермского периода. Это примерно за 45 миллионов лет до появления первых динозавров. Основываясь на реконструкции частичных окаменелостей, крылья этого насекомого, вероятно, были в длину до 70 сантиметров, что примерно соответствует росту годовалого ребенка. При жизни это насекомое весило больше банки газировки в 450 граммов. Меганевропсис и другие виды из вымершей группы насекомых меганевра обычно называют гигантскими стрекозами, что немного вводит в заблуждение. Правильнее называть их грифоножками из-за определенных структурных различий, которые отличают их от их гораздо более мелких собратьев. Однако из самых больших различий между грифоножками и стрекозами заключается в узоре жилок на крыльях. В то время как у насекомых меганевра были почти идентичные узоры передних и задних крыльев, у современных стрекоз их просто нет. Муравей размером с колибри. Если вам еще не страшно, то следующая информация заставит вас вспомнить об этом чувстве. Когда люди слышат о муравьях, они обычно представляют себе что-то очень-очень маленькое. Однако, несмотря на их размеры, большинство людей знает, что с ними лучше не связываться. Одним из примеров является метко названный муравей-пуля, укус которого причиняет невероятно болезненное ощущение, сравнимое с ранением от огнестрельного оружия. А теперь же представьте муравья в 2 раза больше. Титаномирма любей – насекомое возрастом почти 50 миллионов лет. Его размер был примерно современных колибри. Образец данного вида некоторое время хранился в Денверском музее природы и науки, прежде чем куратор показал его ученым-палеонтологам, которые сразу поняли, что это захватывающая находка. Стоит отметить, что несмотря на свои размеры, образец был не самый крупный из когда-либо найденных муравьев. Королева все еще живущего вида муравьев немного крупнее. К сожалению, об этом муравье известно немногое, кроме того факта, что у него были крылья. Многое о его чертах и образе жизни остается загадкой. Однако, что палеонтологи могут сказать по этому виду, так это то, что он, вероятно, пересек арктический сухопутный мост, чтобы добраться до Америки из Европы, в то время, когда на Земле становилось теплее. Самое крупное шестикрылое насекомое. Ну а я продолжаю вас знакомить с крупными насекомыми. В каменно-угольный период, примерно с 311 по 307 миллионов лет назад, огромное насекомое под названием Мазотайрос энормис взмахивало крыльями над определенными участками суши, ныне известной как Иллинойс. Он был обнаружен в ископаемом слое в Мазон-Крик, что послужило источником половины названия его рода. Другая половина произошла от греческого слова «тайрос», означающего «шарнир». Основываясь на том, что ученые знают о поведении этих членистоногих, считается, что он был активно мобильным. Крошечные хрупкие тела доисторических насекомых не часто проходят через процесс окаменения.
Но, к счастью для палеонтомологов, иногда сохраняются следы их более твердых частей тела и отпечатки крыльев. И как раз так и произошло с этим видом. Основываясь на очень фрагментарных останках насекомого, ученые смогли оценить его размеры при жизни. Эксперты говорят, что размах его крыльев достигал 60 сантиметров. На самом деле это самые крупные из всех представителей отряда крупных крылатых насекомых, которых еще называют палеодиктиоптеры. Палеодиктиоптеры обладают острыми, похожими на клюв ротовыми аппаратами, которые, возможно, позволяли им проникать в ткани растений и высасывать их соки, как с помощью соломинки. Ученые называют их шестикрылыми насекомыми, потому что в дополнение к основным крыльям у них были крошечные крылышки возле первой пары ног. Вот такое чудо-насекомое. Гигантская медоносная пчела из Японии. А вот японский архипелаг острова Ики стал своего рода мини-золотой жилой для палеонтомологов. Отложения осадочных пород, образовавшиеся под древними озерами почти 16 миллионов лет назад, дали немало интересных образцов ископаемых насекомых. Среди них есть ныне вымерший вид доисторической медоносной пчелы, размер которой соперничает с размерами современной гигантской медоносной пчелы, обитающей по всей Южной Азии. Эйпис литогермия – крупная медоносная пчела, жившая в эпоху Миоцена. Ее останки находили только на острове Ики. Это первая доисторическая гигантская медоносная пчела, когда-либо найденная. При жизни это, вероятно, был активный летун с передними крыльями размером 12 на 4,5 мм и телом длиной 18 мм. И его видовое название представляет собой комбинацию греческого слова «литос», означающего «камень», и вестника греческих богов Гермеса. Как ни странно, открытие этого каменного вестника с открытым гнездованием улучшило знание человечества о жизни насекомых в середине Миоцена. Особенно в отношении теории о том, что в эту эпоху в регионе был теплый климат. Быстрая летающая штопольщица из Китая. Многие из гигантских насекомых, населявших доисторическую Землю, были либо похожи на современных стрекоз, либо располагались где-то на их эволюционном древе. Возьмем, к примеру, Эпиэшна люцида, насекомое возрастом 12 миллионов лет. Оно названо самым крупным насекомым, когда-либо существовавшим в кайнозойскую эру, которая охватывает период времени с момента вымирания динозавров до наших дней. Насекомое может похвастаться размахом крыльев, который достигает 6,7 см в длину. Вероятно, он пронесся молнией по доисторическому ландшафту того места, где сейчас находится Китай. Вероятнее всего, они были плотоядные и насекомоядные, с хорошо развитым зрением, которое позволяло им легко выслеживать свою добычу. Ученые же обосновали это тем фактом, что стрекозы видят быстрее людей, а также могут видеть все вокруг, и они посвящают 4/5 своего мозга визуальной обработке. Подобно некоторым современным стрекозам, это насекомое, вероятно, размножалось, разбрасывая свои яйца в воде. Однако больше, чем что-либо другое, эта стрекоза-штопольщица демонстрирует, насколько сильно или как мало некоторые вещи могут измениться за 20 миллионов лет. Гигант среди гигантских муравьев. Давайте вернемся опять к доисторическим муравьям. Несмотря на общую репутацию муравьев как крошечных, более крупные виды этих насекомых все еще живут в современном мире. Например, известно, что самки муравьев Динапонера вырастают примерно до 4 сантиметров. Согласно атласу мира, они являются одними из крупнейших сохранившихся из этого семейства. Однако значительно более крупный вид муравьев жил примерно 44-49 миллионов лет назад, чье научное название совершенно очевидно означает «гигантский муравей». Титаномирма гигантская проживал в период Эоцена, поселившись в богатых тропических лесах, которые окружали доисторический ландшафт. Судя по их окаменелостям, рабочие муравьи-самцы достигали максимального размера в 3 сантиметра. Между тем, королевы достигали 6 сантиметров в длину и имели крылья, которые простирались до 15 сантиметров в размахе. Эксперты полагают, что они еще и жили огромными колониями. Ученым посчастливилось найти хорошо сохранившиеся экземпляры этих массивных насекомых, что позволило им узнать довольно много о том, как они жили. Энтомологи установили, что хотя эти муравьи-гиганты и не были способны жалить, их основной метод самозащиты включал выработку муравьиной кислоты, черта, которую они разделяют с некоторыми современными муравьями.
Кроме того, у них не было никаких запасников в своих муравейниках. Это привело экспертов к выводу, что они, вероятно, употребляли только свежие продукты и ничего не хранили про запас. Они были плотоядными и сотрудничали друг с другом. Они работали сообща, убивая и пожирая животных намного крупнее их. Гигантская муха-грифон. Снова и снова палеонтологи доказывают, что даже мельчайшие фрагменты окаменелости могут многое рассказать о существе, жившем миллионы лет назад. Еще более примечательно, когда эти навыки палеодетектива применяются в энтомологии, как в случае с Bachimiatopus elegans. Единственными окаменелостями, которые позволили ученым определить детали о размере этого насекомого, были зеркальные ископаемые отпечатки сегментов его передних и задних крыльев. Эти гигантские мухи жили в конце каменеугольного периода, примерно от 315 до 307 миллионов лет назад. Экземпляр этого вида был обнаружен в Чешской Республике в бассейне реки Радница. Отсюда и название «Бохемия». Эксперты, описавшие его, были настолько впечатлены его великолепным состоянием сохранности, что назвали его в честь латинского слова «elegans», означающего «элегантный». При жизни этот конкретный экземпляр имел бы полный размах крыльев около 25 сантиметров. Интересно, что исследуемый экземпляр, возможно, даже не взрослого насекомого. Эксперты заявили, что у взрослой мухи, вероятно, размах крыльев достигал впечатляющих 50 сантиметров в длину. Массивная псевдоблоха, сосавшая кровь у динозавров. А теперь переходим к другому типу насекомых. Несмотря на свои размеры, блохи, как правило, являются серьезной занозой как для домашних животных, так и для их владельцев. Эти нелетающие кровососы обладают невероятными способностями к прыжкам и могут передавать ряд заболеваний людям. Хотя это может не принести особого утешения любителям животных, стоит отметить, что 165 миллионов лет назад у динозавров была аналогичная проблема с паразитами. Познакомьтесь с псевдопулексами, группой блохоподобных паразитов-членистоногих, которые компенсировали свою ограниченную прыгучесть почти всем остальным. Они были огромными, примерно в 10 раз больше обычной собачьей блохи, и плоскотелыми, что идеально подходило для того, чтобы цепляться за свои гигантские источники пищи. У них также были длинные когти, которые позволяли им легче схватить дремлющего динозавра и расположиться между любыми защитными чешуйками или пластинами. Оказавшись на месте, они могли пустить в ход свое главное оружие – мощный и прочный рот, пронзающий кожу, который представлял собой юрскую версию иглы для подкожных инъекций. Из-за их сходства возникает соблазн классифицировать их как предков современных блох. Однако эксперты полагают, что эти доисторические паразиты, возможно, просто эволюционировали чрезвычайно похожим образом и на самом деле принадлежали к другой группе насекомых, которые вымерли вместе с их любимой добычей. Самые крупные из златокрылых. Ну а завершу я свой рассказ доисторическими бабочками. До появления этих крылатых насекомых на Земле существовали каллиграмматиды. Это группа доисторических златокрылых, которые процветали на заре истории Земли. Хотя они и выглядели удивительно похожими на современных разноцветных бабочек, на самом деле они пошли разными путями на эволюционном древе более 300 миллионов лет назад. Их общие характеристики просто демонстрируют, как животные из разных групп могут со временем независимо развивать сходные черты. Среди этих похожих на бабочек существ самым крупным был вид под названием Макаркиния адамси, обнаруженный в Бразилии и описанный в 1997 году. Он порхал среди флоры и фауны середины мелового периода, примерно от 122 до 112 миллионов лет назад. У него были передние крылья размером от 14 до 16 сантиметров, что означает, что они у него были самые большие среди всех сетчатокрылых насекомых, живущих или вымерших. Интересно, что это также оказалось молодой древней бабочкой, и она могла еще вырасти. По мнению ученых, представители этого вида, вероятно, имели те же механизмы питания, что и современные бабочки. Например, удлиненный ротовой аппарат, который они использовали для высасывания нектара и других жидкостей из растений своей эпохи.
В завершении хочется сказать следующее. Если эта тема вам интересна, то подписывайтесь на канал и ждите продолжения. И поверьте, у меня есть что вам рассказать. Также, друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылочка будет в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах. Пока-пока.